Всех приветствую! Рассмотрим бюджетное авто, полюбившееся многим за свою простоту и невысокую цену. Dacia — это румынский автопроизводитель, который входит в группу компании Renault. Начал выпускаться с 2004 года и имел три основных версии кузова, которые отличались названием модели. Седан — это Logan, хэтчбэк — это Sandero, универсал — это Logan MCV. Кузов имеет простой дизайн и частично оцинкован. Хочу отметить, что качество покраски и самого металла могло сильно отличаться в зависимости от партии. В среднем кузов нормально противостоит коррозии, но встречаются автомобили в 5-летнем возрасте, у которых уже появилась ржавчина на крыльях и внизу дверей. Особенно страдают задние двери универсалов. В салоне все просто, спартанские условия, лишь кнопки стеклоподъемников и кондиционера украшают скромный быт. Пластик твердый и неприятный на ощупь. Сиденье средней жесткости, без анатомической поддержки, и при длительных поездках спина очень устает, лично у меня. На панели приборов использованы электронные указатели температуры и уровня топлива. Работают они нормально, без нареканий, но поначалу, конечно, непривычно после стрелочных. Шумоизоляция в салоне низкого качества, и в салоне слышно хорошо дорогу и все воздушные потоки. Подвеска упругая, средней жесткости, спереди Макферсон, сзади балка. Элементы подвески ходят неплохо и стоят недорого. Клиренс хороший, около 16 сантиметров. Все двигатели производства компании Renault. Основные из них — это самый слабый бензиновый, объем 1.2, 16 клапанов, привод ГРМ ремень, регулировка клапанов винтами. Имеет чугунный блок, турбины нет. С технической стороны в нем все сделано очень грамотно, и проблемы этот мотор почти не доставляет. Мощности его, конечно, не хватает, и приходится постоянно раскручивать до высоких оборотов, чтобы динамично передвигаться. Средний ресурс примерно 200-250 тысяч, затем требуется ремонт. Официально завод не поставляет ремонтные размеры для ремонта поршневой. Бензиновый 1.4, 8-клапанный привод, ГРМ ремень, регулировка клапанов винтами, чугунный блок. Очень хороший двигатель, сбалансированная мощность и потребление топлива. При должном обслуживании обычно проходит 450 тысяч. Бывают проблемы с катушками зажигания, так как она находится вверху двигателя. В ней от перепадов температур рвутся внутренние проводники. Иногда случаются поломки пластины, которая удерживает клапана. Мощности двигателя достаточно для комфортной езды со скоростью 120-130 км. Бензиновый 1.6, 8-клапанный, привод ГРМ ремень, регулировка клапанов винтами, чугунный блок. Тоже хороший мотор, на мой взгляд, не имеет никаких инженерных просчетов, обеспечивает нормальную динамику, но страдает повышенным потреблением топлива в городе, это 10-12 литров. Без капремонта проезжает около 500 тысяч километров. Бензиновый 1.6, 16 клапанов, который устанавливался на более поздней версии, привод ГРМ ремень, регулировка клапанов, гидрокомпенсаторы, чугунный блок. Двигатель неплохой, но более требован качеству обслуживания и его стоимости по сравнению с 8-клапанным. С этим мотором авто более динамичное в городе и на трассе, и по расходу топлива, на мой взгляд, чуть экономичнее 8-клапанного. Проблемы может доставить вышедший из строя фазовращатель или его клапан. И также при использовании плохого масла может наблюдаться стук гидрокомпенсаторов. Средний ресурс тоже около 500 тысяч. Дизель 1.5 DCI. Единственный дизель, который устанавливался на Logan. Этот мотор неоднозначен в эксплуатации. Привод ГРМ ремень, регулировка клапанов стаканчиками-толкателями, для чего требуется снять распредвал. Блок выполнен из чугуна. Используется турбина с изменяемой геометрией лопастей. На двигатель установлена система впрыска Common Rail от Delphi. Это очень ремонтопригодная система и самая дешевая в ремонте, но самая ненадежная. Очень боится примесей в солярке и дешевых топливных фильтров. Турбина имеет тоже невысокий ресурс, около 160 тысяч. Сам ресурс двигателя примерно 500 тысяч, но очень все зависит от обслуживания и качества горюче-смазочных материалов. При пробегах свыше 300 тысяч требуется замена масляного насоса и шатунный вкладыш. Если этого не сделать, то возможен их проворот с дальнейшим повреждением коленвала. Из-за плохого топлива выходят из строя НВД и форсунки, что выражается в плохом запуске, неустойчивой работой, повышенным расходом топлива. Считаю, вообще это неплохой двигатель, но за ним нужно следить и не экономить на обслуживании, и тогда он хорошо выполняет свои функции. В целом Logan очень бюджетный автомобиль, конечно, с невысоким
комфортом, но имеет крепкую подвеску и хорошие моторы. Также недорог в эксплуатации и обслуживании. Благодарю всех за просмотр, всем удачи!